Здравствуйте, мои замечательные, прекрасные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, за ваши жизненные истории. Спасибо вам за то, что делитесь своим сокровенным, поучительные очень часто. За ваши лайки и подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Женский взгляд. Да? Какой тебя видят женщины? Сегодня рассмотрим, что они о тебе говорят, что они думают о тебе, да, и как эту информацию полученную и лучше использовать в собственных целях, да, для тебя лучше использовать. Так, для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая девочка? Так, звездочки. Вы говорите, так уже хочется, чтобы что-то в этой жизни изменилось, на новый уровень перешли. Почему-то чувствуете себя, может быть, сейчас именно карта одиночества, как будто бы устали уже где-то. Может быть, даже от общения какого-то устали. Может быть, устали чувствовать себя одиноко. Это тоже. Сейчас я буду докладывать, о чем это. У кого-то элементарно хотите любви. Кажется, мне выскакивает прям разбитое сердце. Прям запрос на любовь, на какие-то гармоничные взаимоотношения. Но мне так кажется, сейчас у вас этого нет. Вот карта одиночества и карта любовь. По карте звезда, женщина красивая, привлекательная, с интеллектом все в порядке, талантливая, может быть, видение себя, как будто бы миссия у вас какая-то, предназначение. Опять-таки, сейчас какой-то такой период в вашей жизни, где все как будто бы настолько шатко. Вот эта карта, видите, тут сидит барышня. Почему-то она сидит на такой, как жердочке, не жердочке, в общем, чуть ли не на какой-то веревочке, да, в любой момент вот вспорхнут эти птицы, улетят, а она может вниз кувыркнуться. То есть вообще мне как-то подсвечивают вас очень сильную, повторюсь, красивую, талантливую по звезде. Кто-то, может, вас воспринимает, даже женщину, у которой корона на голове, да, которая цену себе не сложит. У кого-то так может проигрываться. Но при всем при этом, как будто бы у вас сейчас столько каких-то сомнений, страхов. А удастся ли мне реализовать свою мечту? А как мне это все вообще, как это мне все реализовать, правда? Как мне к этому прийти желаемому. И настолько оно, вот, правда, как вы тут в воздухе подвисли, зависли, вот такое какое-то состояние у вас тоже. Может быть, даже у кого-то там это связано со сменой там род деятельности, у кого-то в семье взаимоотношения с супругом, да, такое какое-то подвешенное состояние. Разводиться, не разводиться, заниматься чем-то, каким-то, может быть, новым бизнесом, не заниматься. Вот тут как-то такое какое-то у вас какие-то идут изменения, трансформации, но и вследствие этого вы тоже себя не очень-то уверенно чувствуете, как будто бы нет под ногами, почвы под ногами, стабильности какой-то нет. Так, тут хотела спросить за переход. Тут, девочки, у многих элементарно хотелось бы материальное положение улучшить. Кто-то занимается, тут карта книга, интересуется, ну, какими-то еще, может быть, способами заработка, да, может быть, думает, и как мне, может быть, освоить что-то новое, вот опять-таки, переучиться, на новую специальность получить, да, какую-то, может быть, род деятельности, в общем, поменять. Вот тут такое, как будто бы расходы то не уменьшаются, может быть, элементарная инфляция, да, а как будто бы вы особо, понимаете, даже как будто выхода особо не видите, но и ищете. По карте книга информацию собираете, как вам улучшить свое, в том числе материальное положение.
как где-то у кого-то элементарно, как вырваться из какого-то замкнутого круга. Карта лабиринт, как ежик в тумане. Может быть, уже много лет, как бы годы уже блуждаете и сами себе говорите, хватит, пора уже, может быть, вот разорвать этот какой-то порочный круг, каких-то как вот зависимость где-то. Ну, желание вот правда перейти на новый уровень, свою жизнь сделать лучше. Так. И опять-таки в любви все-таки шанса ждете. Хотелось бы вам эту любовь иметь, но сейчас чувствуете себя одинокой. Даже если не просто одинокая, болезненность какая-то. Может быть, болезненный опыт в прошлом. Ой, как мне это читается? Как будто бы женщина недовольна сейчас своей личной жизнью, чувствует себя одинокой. Даже если она в семье, даже если окружена там близкими людьми, веселье какое-то. А внутри ощущение такое, какое-то тут не хватает чего-то, какое-то одиночество. И шанса на любовь хотелось бы быть любимой, любить и быть любимой. Ну вот, мне вот такое вышло. Так, девочки, давайте быстренько смотрим. Так, что женщины говорят о вас, да, между собой там собираются группками и говорят о вас, что-то там судачат. Что думают о вас, когда остаются с собой наедине? Тоже интересный момент. И как эту информацию, полученную, лучше вам использовать, да, в собственных целях. Так, пожалуйста, кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Не стесняйтесь и лайки поставьте. Лайки сами себя не поставят. Благодарю. Так, смотрим, что женщины говорят о вас. Что думают о вас. Что, ну, как эту информацию лучше вам использовать. Так, что женщины говорят о вас. Ой, что-то так захотелось так вытащить. Что думают женщины о вас? Как вам лучше эту информацию использовать? Девочки, меня там спрашивают по поводу карт, приобретения карт. Вот эта вот колода тоже наша совместная творческая студия Анна С. Называется «Иной мир». Если кому-то интересно, пишите в личку, можно приобрести. Так, вот так показываю, еще очень яркая, видите, красивая. В основе лежит классика, но с интерпретациями своими. Смотрите, какие красивые карты, яркие. Каждый свое найдет. Красивые очень карты. Так, ладно. Итак, что женщины говорят о вас? Что думают о вас? И как информацию лучше вам использовать эту? Так, что женщины говорят о вас? Что думают о вас? Как лучше информацию использовать? Ну, возьму еще эротическую, знаете, так прям рука тянется. Монару возьму. Так, что женщины говорят о вас? Что думают о вас? Как эту информацию вам лучше использовать? Итак, смотрим. Что женщины говорят о вас? Ой-ой-ой. Сейчас, девочки, короче, называют вас транжирой. Ой, сейчас. Так, давайте как-то по порядку, что ли. Вот, что я так взяла? Вот так же надо. Да, да. Так, это что? Сейчас. Сейчас буду уточнять. Угу. Тут вообще
без бутылки корвалола не разберешься, что они тут о вас говорят. Чё только про вас не говорят. Так, так, это вы, слуга земли? Нет, это не вы, слуга земли. То есть это кто-то в вашем окружении такой. Ой. Это мужчина какой-то? Нет. Так. Знаете, почему-то, я не знаю, вам виднее. Говорят о вас, о том, что где-то, может быть, кто-то ваш близкий, карта дом, но это может быть супруг ваш, домочадцы какие-то. Как будто бы, ну, скорее всего, это все-таки как будто ваша вторая какая-то половинка. То есть, ну, получается, ваш мужчина или муж, соответственно, да, карта дом. Как будто бы какой-то мужчина вот так вот прям сквозит, как будто бы он не очень себя красиво, ну это так ласково говорю, себя ведет в отношении, может вообще вас, с вами. Как будто бы отношения у вас с ним уже несколько раз могли быть, знаете, не то, что там на грани развода вы могли быть или разрыв какой-то. Ну вот тут, я уже не знаю, может вы кому-то там когда-то могли пожаловаться, да, что ваш мужчина там как-то себя ведет. Объясню, по слуге земли это человек, который может не особо выбирать выражения, может быть агрессивным, может быть не сдержанным на язык, каким-то колким, ну, гадкие какие-то поступки совершать. Тут такой вот, как серый кардинал, плетет свои какие-то интриги, преследует свои цели. Вообще характер гадкий, честно говоря, по слуге земли такой проигрывается, особенно вот по Монаре, в Монаре это. При этом вот эта карта говорит о том, что человек как будто бы сам разрушает отношения. Тут шаг вперед, 3 назад. То есть в сочетании с этим как будто бы человек может вам даже нервы мотать, да, вот тут эмоциональные качели устраивать. Такое состояние, вот если карта дом, да, если это на супруга или это на близкого какого-то человека, ну, знаете, у кого-то там может проиграться это и родные, близкие, кто-то прям, у кого-то даже, не приведи Господи, там мама, папа, и брат, сестра, вот если вы вместе, там общий дом какой-то, я не знаю, но больше мне похоже на все-таки на супруга, на вашего. Тут как будто бы, знаете, говорят о вас, о том, что у вас терпение еще железобетонное. Говорят о том, что вы все равно где-то жалеете этого человека. И карта влюбленная, это можно прочесть, ну, в первую очередь, конечно, как мужчина, если, то вы все-таки где-то стараетесь закрывать глаза на вот эти вот какие-то проявления этого человека. На самом деле, мне так вот идет, что человек действительно как будто бы где-то разрушает даже вашу жизнь. Такое, как идет осуждение даже чуть-чуть, и говорят, зачем он это терпит, как будто бы, ну смысл, вот это, что человек так, как будто бы так себя ведет вот, во взаимоотношениях, какие-то придирки, претензии, вот это вот все сюда, вот такое. А вы как будто бы это терпите, выбираете это. Карта подсолнух, мало того, что тут как будто бы выбор, это сознательный ваш выбор, вы это делаете. А тут еще стараетесь где-то, ну, угодить, не угодить, но по карте подсолнух подстроиться. Может быть, вот тут пришли там, я же не знаю, откуда вы там, с прогулки с какой-то, может там, я не знаю, девочки, пришли с работы, хорошо, с прогулки, а кто-то там с подружками пошел, там прошел, прогулялся куда-то, пришли, и тут сразу смотрите, видите, настроение у человека не очень хорошее, он старается там по всяким мелочам придираться, а вы тут еще по карте подсолнух стараетесь вот этот вокруг него там, как будто бы, ну, лишний раз не вызывать гнев, раздражение, не давать повода для раздражения. Тут вас видят женщины, которая будет вот так вот ласково и нежно вокруг ходить вот какого-то человека, как будто бы у которого то настроение плохое, то чем-то вы не угодили, то все вообще вокруг не так. Ну вот это слуга земли, это паж мечей, это по-другому, это характер такой какой-то. Человек всегда всем недоволен. Вот так он проигрывается. При этом, девочки, как будто бы характеристики на вас же смотрим, о вас говорят. На самом деле, как будто бы даже вот то, что вам там кто-то нервы мотает, дома, домочадцы, не знаю, дом мне вышел.
или кто-то очень близкий, вот так вот, как вы все равно стараетесь светить, как маяк, где-то даже заряжаете энергией этой, может быть, поддерживаете, даже в других желаниях жить, как будто бы у вас вот этот оптимизм какой-то, цвет какой-то, который вы излучаете, он как неиссякаемый где-то. Так, ну вот почему-то тут еще, знаете, что говорят, что как будто бы кажется, бумеранг, группа на душу. Сейчас. Так. Ну тут мне такое как будто бы ощущение, что говорят, что даже вашего вот этого оптимизма и даже вашего вот этот какой-то внутренний свет этого все равно не хватит. И потому что как будто бы как-то подсвечивают, извините, тавтология, но говорят, что вы настолько разные с этим каким-то человеком, который рядом с вами, и он портит вам эту жизнь. У кого-то даже элементарно это может быть, ну, вряд ли, конечно, тут это не об этом, там дом, но дом тоже коллектив может проиграться, если вы много времени проводите на работе. Может быть, какой-то человек рядом с вами вот на работе, с которым вы прям в тандеме, в рабочем, в таком союзе. Тут то же самое, он может какие-то гадости вытворять, а вы как глаза закрываете, прощаете. Вот тут такое, что это как будто бы сознательно соглашаетесь на такой какой-то сценарий. Но тут знаете еще дальше о чем? Ну, как будто бы они говорят о том, что то, что она закрывает на это глаза или пытается сгладить это как-то по карте подсолнух, приспособиться, сгладить, ничем хорошим для нее не заканчивается. Как будто бы вот за то, что она там промолчит где-то, вы типа промолчите, вы не захотите конфликт какой-то, ну, знаете, как ссор из избы выносить или как-то конфликтовать, отстаивать свое там, ну, не знаю, что там, рамки, границы. А тут они говорят о том, что бумеранг, оно еще больше, человек еще больше, знаете, как распоясывается, еще больше считает, что ему можно вот так себя вести. Тут какая-то вседозволенность. Где-то вы как с вашего попустительства, да, есть такое слово. Ну, в общем, как будто бы вот вы за что-то закрываете глаза, стараетесь, может быть, смягчить ситуацию, а вам говорят, что это бумеранг, оно опять еще потом прилетает. Ну, как будто бы ничем хорошим не заканчивается. Тут карта гроб, равнодушие, мстительность. Другими словами, да, они говорят о том, что вместо того, чтобы то ли другого какого-то партнера выбрать, то ли другую работу, тут то же самое можно так проиграть. Знаете, как будто бы ну, вы не заслуживаете, вот другими словами говорят, что вы не заслуживаете такого как обращения, отношения к себе. Почему? Потому что вот, как будто бы вот там вы стараетесь угодить и так, а человек как будто бы становится, ну, как-то все хуже и хуже, извините, вот так как-то. Тут карта равнодушия, мстительность, я не знаю. Сейчас буду спрашивать, о чем это. Это характеристики на вас. Нет, это не на вас. Это характеристики. В общем, вокруг вас очень много сплетен. И связанных именно с каким-то вашим то ли избранником, то ли вашим семейным положением. И вот тут какие-то сплетни конкретно по поводу того, что вы стараетесь как-то ситуацию, ну, выровнять, вытянуть, спасти где-то, может, если это брак, какие-то взаимоотношения, вкладываетесь, ну, в плане прикладываете силы. Подпишись на канал и поставь лайк. Ну, а ситуация какая-то такая, как будто бы... Не то, что не буду, ну, спаси Господи, нельзя так говорить, что не особо нет чего спасать. Нет, ну тут как будто бы, может быть, со стороны вот они смотрят и говорят, да ну ей вообще другой партнер подходит, или ей нужен другой. Зачем она тратит время на вот это вот, как будто бы, на какого-то человека, который, правда, ну не буду говорить, что он неадекватный, но какой-то он в отношении вас токсичный. Вот так вот могу сказать. Так, что еще? О чем тут вам говорят о вас? Ну, давайте так. Магия, друзья. Говорят о вас еще. Ну, вы увлекаетесь, понятно, эзотерикой. Там могут девочки говорят магия, практик быть. Как будто бы вы... Так, о чем это? Нет, не практика, это о чем? Огонь. А, хорошеете.
Тут у кого-то, знаете, хорошеете день ото дня, у кого-то как будто бы магически прям привлекательная такая манка. Тут еще лишний раз такое не говорят, она может привлечь любого мужчину. Почему она сделает выбор в сторону какого-то товарища, который устраивает ей вот эти то ли эмоциональные качели, то ли в принципе как ее недооценивает. Вот тут такое могут говорить. Да, говорят о том, что вы привлекательны, сексуальны, при желании могли бы пользоваться даже. Почему говорят, что она могла бы этим всем пользоваться, использовать вот даже свою вот эту манкость, привлекательность. У кого-то по карте магия, они видят вас женщиной, которая, ну, наделена и знаниями какими-то, и способностями, ну, так, считают вас хорошим другом очень. При этом человек, который не предаст, тут сочетание такое покровительство высших сил придет на помощь всегда. Именно в отношении друзей, как будто бы умеете, правда, дружить. И тут еще многие видят вас женщина, которая где-то сорит деньгами, может не считать этих денег. Я уже не знаю, чем они. Вот у них такое видение, да. Может быть, даже тут сочетание, может быть, считают, что если вы дружите, то вы для друзей довольно-таки щедрая, да, там. То есть вы не мелочитесь, ну, это может быть в любом плане не мелочитесь, да, в плане поддержки, может быть, и эмоциональная какая-то поддержка, и, ну, моральная, и в плане финансовой то же самое. Но тут такой нюанс больше все-таки на вас. Считают, что вы как будто бы дамочка, которая может эти вот деньги как-то тратить, особо не задумываясь. Ну, знаете, тут у кого-то прям говорят о том, что вы сами по себе не пропадете, что очень даже как бы глупо вам терять какое-то время драгоценное. Вы сами по себе умная, можете и карьеру построить, в принципе. А для вас какие-то взаимоотношения являются тяжелой ношей. А карта сова тут довольно-таки мудрая женщина. Женщина, которая все равно идет к тому, чтобы, может быть, сама распоряжаться своей судьбой. Карта освобождения, карта дом. У многих прям говорят о том, что вы то ли на грани развода, то ли вы готовы к разводу, то ли вы в принципе где-то как будто, может быть, обсуждают, что вы в принципе, может быть, сама не пропадет. Вот тут как-то так. И женщина может обеспечить сама себя. Вот тут почему-то так мне. Какие-то такие интересные карты. У многих элементарно, значит, женщины даже какая-то зависть. То, что вы можете себе позволить там тратить на себя какие-то деньги. Ну, им виднее. Им со стороны кажется, что вы это все можете. А у кого-то даже такой подтекст магия, может, умеете привлекать, да, как финансы в свою жизнь. Может, видят вас женщина, которая никогда не будет бедствовать, все равно найдет вот каким-то образом, как умеет, то ли, если вы там практик, да, притягивать вот эти вот финансы. Так, давайте, что думают о вас на самом деле? Это они там про вас говорят, а что думают женщины о вас на самом деле? Что думают? Так, так, уточню. Вымах. Чего это мах? Чем? Так, думают о том, что на самом деле женщина, как вот по этой карте, она считается вечная невеста, женщина всем хороша. Тут вот именно вот в этом раскладе такой подтекст я хочу тут озвучить. Они видят вас женщиной привлекательной, умной, может быть, обладающей там какими-то
таланты, наделены талантами, способностями, все у вас нормально, навыки, все у вас замечательно. Но женщина, которая, может быть, слишком в свое время там пыталась заслужить любовь, быть удобной, где-то старалась, прикладывала усилия для того, чтобы где-то, может быть, опять, как вот, знаете, не накалять обстановку, подстраиваться, может быть, под вторую половинку, может быть, не конфликтной быть, вот такой какой-то. И тут почему-то мне прям по этим картам вот так вот, как будто бы женщина о вас думают, что у вас есть вторая сторона какая-то, как у каждого из нас теневая сторона, тут ну, не обязательно теневая, тут как дуальность, да, двойственность. Так вот они говорят, что хорошо бы вот эту вот вашу какую-то вот мягкость, покладистость, вот где-то желание опять-таки ну, не быть вовлеченной в какие-то конфликты, где-то лишний раз, может быть, не противостоять чему-то, а как-то мягко обойти углы. Вот это, как будто бы вот они говорят, что хорошо бы вот это все, ну, знаете, как будто эти программки изменить. Они говорят, что вы достигли бы намного большего. А тут как будто бы, если бы открыли в полной мере, показали себя другую, иную, дали сами себе даже шансы. Вот тут почему-то так. Может быть, смотрят на вас, там и внешность, все, и интеллект, все присутствует. Вполне возможно, они видят вас женщина, которая сейчас вот занята этой трансформацией, перерождением. Где-то как будто бы женщина, которая сама себя открывает заново. Тут тоже об этом. Женщина, которая хотела бы освободиться. Тут карта контроль, видите, тут как мужская такая рука, кулак, и держит ну, какого-то человечка, как зарешетчатое окно. И вот там человечек бьется, и тут какой-то контроль, как будто бы его контролируют. Это может быть контроль, правда, в семье, там, начиная контроль на физическом плане, материально, да, когда там материально тебя контролируют, может быть, какие-то психологический, да, опять-таки абьюз какой-то. Вот почему-то мне показана женщина, которая стремится где-то выйти из, может быть, из какого-то контроля, из-под какого-то контроля, из каких-то ограничений любого рода. Может быть, там пытаетесь новый бизнес какой-то, новое дело организовать, что-то, в том числе материально стать независимой. Может быть, рост развития, обучение. Тут карта обучения, карта мудрость тут показана. Мне мудрость, и тут карта книга. Но где-то мудрость, вот карта иллюзия. Как будто бы вы стараетесь, может быть, даже по психологии изучаете что-то. Видит вас женщина, которая стремится где-то, опять-таки, где-то, может, родовые эти программки изменить, выйти из-под вот какого-то гнета. Тут такое, что-то какая-то женщина, как будто бы преодолевает вот трудности, в том числе это где-то борьба где-то даже с какими-то установочками, которые вам вредят, которые не дают вам в полной мере раскрыться, почувствовать себя свободной во всех смыслах. Тут показана женщина, вот, вернее, вас видят женщины, девушка, которая тут изучает что-то, обучается, и во время этого обучения как будто бы ее иллюзии, ее вот этот иллюзорный мир, он где-то пропадает, где-то, ну, знаете, как взрослеет девочка созрела, да, взрослеет, где-то удается вам уже, они так видят, по карте книга, получив это новое знание, по карте тут якорь, тут в прямом смысле как заземлиться. Может быть, вы более как-то реально начинаете смотреть на этот мир. Ну, в общем, где-то вот по этим картам проходит такой, как будто бы раньше, если они вас видели, более какой-то мягкой, податливой, может быть, как в розовых очочках, где-то романтично настроенной, где-то такой, знаете, как одуванчик какой-то, девочка такая, ну, не знаю, где-то как нет мира сего, то сейчас они видят вас благодаря тому, что вы тут обучаетесь, получаете эту информацию, может быть, опять-таки, психологией какой-то там, уже не знаю, увлекаетесь, там, эзотерикой, какие-то ответы на вопросы вы получаете. Они видят вас, женщина, которая уходит подальше от этих иллюзий, они как, ну, растворяются эти иллюзии. Нет, вы очень, как будто женщина реально смотрит на мир, начинает смотреть на мир. Опять видит вас женщина, для которой сейчас очень важно материальное, получить, удержать, заработать, приумножить. Вот это все сюда, карта якорь. Видят вас победителем. Тут шестерка жезлов, как будто бы на коне. Женщина знает, чего хочет, идет,
к этим достижению этих целей. И в принципе какой-то у вас такой настрой, вот они видят, ну, реально победитель по жизни. Причем тут карта мудрость ваша. Тут даже не просто знание, тут мудрость, вот, да, видите? Тут карта книга, и тут карта старейшины. Где-то даже скажу, мудра не по годам. Может быть, даже общение с вами заставляет этих женщин посмотреть на свою жизнь как-то под другим углом. Может, на взаимоотношения. Тут отчасти еще проигрывается мне какая-то история, манипуляция, маг. Я спросила, вы, ну вы скорее не маг, я бы с удовольствием сказала, что вы тут маг, управляете своей судьбой в полной мере. Но тут карта еще на манипуляции. Вы только на пути к этому, девочки, в плане человека, который полностью управляет своей судьбой, строит ее, выстраивает. Вы на пути к этому, вы умнички. Но тут показано, как будто бы вы стали в какой-то момент, как в паутине запуталась женщина, да, может, попала, да, в эти сети какого-то манипулятора. Вот как-то мне тут так, даже я не могу даже сказать, может, сейчас даже этого мужчины и нет в вашей жизни в каком-то, ну, не то, что там на физическом плане, он где-то там отдельно. Может, сейчас он активно не проявляется, но тут ощущение у меня такое разбитое сердце, какое-то, как будто бы вы столкнулись с какими-то проявлениями, карта сущность. Ну, как двойственное какое-то поведение мужчины. Или в один момент маски спали с мужчиной, и вы видели одни отношения, один формат, вы стремились к одному формату, да, а получили совсем другое. Как будто бы вы увидели этого человека в каком-то таком неприглядном свете, опять-таки. Вы считали его там другом. Если это не обязательно там любимый мужчина, у вас, в принципе, может быть разочарование в каком-либо человеке могло пройти. Карта маг. Вы для себя осознали, что вами манипулируют, пытаются манипулировать, брать от вас по карте воровство. Какой-то ресурс берут, красиво в ушки вливают что-то, но нифига толком не дают. Ну, у многих проиграется, конечно, это мужчина. Это желание, может быть, у вас было создать род, семью, какие-то прочные взаимоотношения, долгоиграющую какую-то историю любовную, да, а тут вы столкнулись с тем, что по карте воин мужчина мог не созидать, а разрушать, там своими какими-то поступками, своими словами мог разрушить то, что вы намеревались там выстроить, создать. Вообще показано, что как будто бы вот вас, женщины эти, думают о вас, о том, что на самом деле у вас была вот эта какая-то там, то ли в прошлом любовная история, очень поучительная, которая вас трансформировала. И вследствие этого вы где-то даже свою ценность осознали. Учитесь сейчас эту ценность как будто бы отстаивать. Карта старейшина, тут много карт говорят о том, что вы получаете эту информацию, и с вами интересно общаться. С вами постоянно какую-то там, может быть, новую какую-то информацию получаешь. Там что-то такое даже нестандартное. В принципе, видят вас женщина, которая, правда, как вот намерена получить от жизни, ну, какие-то бонусы, да, победу получить во всех смыслах. Ну, так вот как-то это думают о вас. Так, ну, говорят там такое, разное. Там говорят о вас разное, а думают о том, что на самом деле очень сильная женщина, которая прошла какие-то свои жизненные испытания и идет прям какими-то семимильными шагами для того, чтобы как минимум получить свободу, независимость, да, прям нет. Как транспарант какой-то прям впереди несете свободу женщинам, да. Ладно. Как эту информацию вам использовать для себя в лучших целях? Как это лучше использовать для себя? Так. Ключик. Так. Ну, не знаю, что они показывают. Они показывают, для тебя очень важно любить и быть любимой. Дари эту любовь, но тут как будто бы не совсем вы умеете выбирать людей, которым... Не обязательно тут мужчины, да, это может быть близкие люди, там какие-то подруги, которых вы считаете подругами. Тут показан диссонанс, как будто бы диссонанс, смотрите, женская голова, ну, обычная красивая голова и длиннющая шея, как будто бы несоответствие.
Несоответствие, допустим, вы дарите эту любовь или выбираете тех партнеров, которые, в принципе, вам не могут дать то, в чем вы нуждаетесь. Да, тут как будто бы нужно присмотреться лучше к этим же людям, может быть, там, к тем же подругам, к выбору подруг, выбору партнеров во всех смыслах, потому что вы как с завязанными глазами, как незрячая, да, вы то ли сознательно вы не хотите замечать какие-то в людях, вот, скажем так, моменты, да, как они себя ведут. Тут говорят, как будто бы нужно людей больше узнавать, лучше узнавать, прежде чем там влюбляться, прежде чем это сердце свое открывать. Тут как будто бы к вам еще как прям зазывают и говорят, вот эти иллюзии, в которых ты там раньше пребывала, то он у тебя развеиваются. Но тут тоже вот такое вот как предупреждение, да, не спеши дарить эту свою любовь, открывать это свое сердечко, эти эмоции отдавать людям, но которые, правда, этого не заслуживают. Тут как будто бы научись вот, подбирать, может быть, ключики к ним, узнавать их лучше, да, эту повязку сними, пообщайся с ними лучше, ближе, да. Так, вообще говорят, что вы карта талисманы, взаимодействие какое-то. Сейчас я уточню, как это использовать. Так. Ну да, на вас ложится карта талисман. Говорят, на самом деле, что с вами очень многие хотели бы взаимодействия. Вы приятный в общении человек, и с вами хотели бы, может быть, там сотрудничать, там выстраивать там не знаю, трудовые взаимоотношения, личной жизни, может быть, даже партнерские, я имею в виду мужчина, женщина, да, взаимоотношения. Тут прям нарисованы эти ножницы, и они из двух лезвий, тут эти ножницы созданы. Женская фигурка, да, как будто бы лезвие одно, и мужская. И соединяясь, взаимодействие рождается, как будто бы получается классный какой-то результат. Вот и тут говорят, я специально уточнила, а вы тот самый как талисман. Вы карта сильная женщина, очень притягательная. Говорят, что свою ценность оцени лишний раз, как будто бы не разбазаривай, не давай шансы тем, кому не нужно давать. Вот как-то так. Ну, как будто бы говорят, ты и так лакомый кусочек, с тобой правда многие хотят вот взаимодействия. Опять-таки тут карта Ворд, собака, соль. Сейчас. Чем это? Понятно, что ни черта непонятно. Так, тут какой-то, получается, как вам совет, да, если ваши друзья, карта собака, это как-то ваши друзья тут пытаются вами проманипулировать по карте Вольт, это, как кукла Вуду, да, вашу, подавить где-то даже вашу волю. Манипуляция, это, знаете, где-то склонить вас к тому, чего вы не хотите делать. Какие-то игры вас втягивают, в которых вы не хотите участвовать. Вам говорят, сначала вы пытаетесь по карте соль как будто бы нивелировать, смягчить это вот воздействие, как-то уклоняться, там пытаетесь как-то обходить эти острые углы. Но вам говорят, вам нужно четко быть более, даже где-то жестко, где-то по десятке мечей. Знаете, как будто бы для себя прекрасно осознать, если вы сейчас идете на поводу у этих друзей, вы боитесь сделать больно им, своим отказом, своим даже, знаете, тем, что вы подсветите ситуацию и покажете то, что вы видите, что вами манипулируют, то, что вы видите, как вас пытаются использовать. Вы как-то, вам неудобно, может быть, вы боитесь этим же так называемым друзьям сделать как будто, не то, что там больно, но, может быть, не хотите, да, вот эти вот точки над «и» расставлять, то вам говорят, вы же себя предаете, вы себе делаете плохо, как будто бы боясь им причинить боль, где-то показать, что как они с вами себя ведут, как они манипулируют, тем самым вы себя предаете. В общем, говорят о том, что нужно более
четко, конкретно, вот по десятке мечей. Все прям как отрубить, просто вот озвучить ситуацию и говорить: мне это невыгодно, мне это интересно, я не хочу этим заниматься, да, или не хочу в этом участвовать, или меня это не устраивает. Почему? Потому что, говорят, если вы будете так пытаться смягчать, где-то идти на поводу, бояться обидеть, да, где-то бояться даже озвучить то, что вы видите, эти манипуляции, как вы это все видите. Если вы это все будете утаивать, да, вы будете как бы тут болезни, тучи болезни, вы будете сами себя накручивать. Тут и психосоматика какая-то, как вот эта вот невыясненная ситуация какая-то по луне, да, это когда умалчивается, что-то замалчивается годами. Вы видите, что человек в отношении вас, допустим, хитрит, юлит, какие-то там двойные стандарты, ведет какую-то игру, и вам стыдно и неудобно вот это озвучить. И думаете, если озвучу, там, ну, мне неприятно будет, да, или я потеряю этого друга. А вопрос, а нахрена такой друг вообще нужен, да, так называемый? Тут вам предлагают, говорят, что если это повторяется, карта Вольт, если тобой манипулируют, а ты пытаешься вот как-то мягко это все смягчить, то это ни к чему хорошему не приводит. Человек и дальше пытается вылезть тебе на голову, извините. Тут как будто бы, тут это замалчивание, оно ни к чему хорошему не приводит. То же самое во взаимоотношениях с мужчиной, то же самое говорят. Четко, конкретно то, что тебя устраивает, то, что не устраивает, как будто бы так говорят, нужно это все озвучить. Почему? Потому что это карта кольцо и медведь. Если это в браке вы с каким-то человеком, тут, если вас не устраивает, допустим, материальное положение, тут говорят, что если ты будешь это смягчать и не озвучивать, то ни к чему хорошему это не приведет. Это приведет всего лишь по черной кошке каким-то и по луне. Туман, недоговоренности, какие-то обиды, претензии невысказанные. Тут как будто бы, ну, твои потребности не закрываются, ты должна это озвучить. Ну, понятно уже, там не в ультимативной какой-то форме, но, по крайней мере, озвучить, что тебе не дает спокойная жизнь, что причиняет тебе такое вот болезненное какое-то состояние, почему ты в таком состоянии находишься. Тут мне показано просто, как прям женщина сама себя накручивает, загоняет, лишний раз боится кому-то что-то причинить боль, но от этого страдает сама. Ну вот так. И тут говорят, опять-таки, тут вот эти вот карты, сочетания, говорят о том, что поменьше вспоминай прошлое, его как будто бы, ну, уже не вернешь прошлое, не погружайся в те моменты, когда тебе прям было хорошо, лучше живи настоящим, сегодняшним. И понимаешь, что ты выбрала какой-то вот путь, ты его выбрала, ну вот он такой вот, ну и впереди очень много там замечательного и прекрасного на этом пути. Как будто бы не нужно постоянно возвращаться в это прошлое, ворошить это прошлое. Тут женщина сидит, как будто бы медитирует, на этой дудочке это играет и погружается в это какое-то фееричное прошлое, какое-то там, может, романтизация даже идет, идеализация этого прошлого, каких-то моментов. Тем самым ты, ну, как будто бы теряешь даже энергию, ты где-то в тебе, может быть, даже ты полностью тут сосредоточена на этом прошлом, а у тебя есть настоящее, прекрасное и будущее. Как будто бы больше сюда энергии направляй. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.